Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео речь пойдет о чудном, ну или о чудном штампике для стемпинга с AliExpress. По заявлению производителя, данный штампик способен как уменьшать, так и увеличивать рисунок. Конечно же, мы это все проверим, протестируем, ну а если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. На первый взгляд штамп как-то особенно не выглядит. Крышка, прозрачный силиконовый штамп, прозрачный корпус. Единственное, что его отличает от других штампов, так это то, что тут есть такой вот закручивающийся и раскручивающийся механизм. За счет этой незамысловатой функции, собственно, штамп и увеличивает и уменьшает стемпинг рисунок. Прежде чем приступить к тестированию, я решила разобрать штампик по частям. Есть крышка, это, конечно, очень удобно в процессе хранения. Прозрачная силиконовая подушечка. Она в меру упругая, мягкая даже можно сказать, но особо не липкая. Полностью раскрутив нижнюю часть корпуса штампа, мы видим такой вот штырек, который, собственно, и толкает вот эту вот прозрачную силиконовую подушечку. И даже сняв нижнюю часть корпуса, все равно я не могу сказать, что тут хороший обзор. Вроде бы, да, штампик прозрачный, подушечка прозрачная, но обзор все равно не такой хороший. Теперь давайте рассмотрим повнимательнее подушечку. Казалось бы, изначально она, ну, как обычная, но на самом деле на дне этой подушечки приклеена такая, знаете, пленочка. Ну, довольно такая прочная, упругая пленка. Я подумала на тот момент, что это для того, чтобы не повредить подушечку самого штампа. Кстати, основной корпус штампа также разбирается на две части. И вот тут уже, как говорится, в верхнюю часть корпуса можно вставить подушечку, и тогда обзор становится, конечно, намного лучше. Но вот эта вот пленка, которая приклеена к дну силиконовой подушечки, она при нажатии на подушку искажает вот эту вот видимость, искажает вот эту вот всю прозрачность. Не могу, конечно, сказать, что это как-то очень сильно мешает в процессе работы, но тем не менее не сказать об этом тоже не могла. Теперь, когда мы точно знаем, как этот штампик устроен, собираем и приступаем к тестированию. Сначала я покажу вам, как данным штампиком рекомендует пользоваться производитель, а потом покажу вам свою более упрощенную версию. Перед применением подушечку штампа мы обязательно очищаем о липкую сторону скотча. Давайте сначала просто отпечатаем рисунок. Ну, посмотрим, работает ли вообще силиконовая подушечка. Да, тут все отлично, все замечательно. Переносим рисунок на типс. И вот тут вот я вот прям не знала, с какой стороны и как чего смотреть, потому что, ну вот, действительно плохо видно. В итоге рисунок не по центру, ну да ладно. Теперь давайте посмотрим, как же при помощи этого штампа увеличить рисунок. Тут я также просто отпечатываю рисунок с пластины и теперь прокручиваю до конца, ну, вот этот вот рычаг. И вот тут вам очень хорошо видно, как прозрачная пленка искажает обзор. Тут я снова пытаюсь прицелиться, и опять мимо. Матрешка полностью, в общем, на типс у меня не поместилась. Но теперь давайте уменьшим рисунок. То есть у нас вот эта вот нижняя часть полностью вкручена, так, чтобы подушечка штампика была вот максимально с такой вот дугой. Отпечатываем рисунок с пластины и теперь выкручиваем вот этот вот рычаг. То есть можно сказать, что подушечка, она оседает. То есть подушечка штампа, вот эта силиконовая, прозрачная, принимает свое естественное состояние. И за счет того, что мы расслабили подушечку, то есть вот это вот натяжение ушло, и, соответственно, рисунок у нас стал меньше. Ну и вот так вот 3 матрешки у нас получились побольше, ну, размера такого, который на пластине, и поменьше. Постоянно закручивать, раскручивать вот этот штырек, это, знаете, занимает время, и можно не успеть перенести рисунок со штампа на типс, ну, либо ноготок.
Тут я вам решила показать, как натягивается подушечка, когда у нас рычаг полностью закручен. Ну и как она проседает, когда мы, скажем так, вот эту вот нижнюю часть штампа просто убираем. Покажу вам, как, на мой взгляд, удобнее работать данным штампом. Использую только верхнюю часть корпуса штампа и силиконовую подушку. Отпечатываю рисунок и переношу его на типс. И тут намного лучше уже обзор, и штамп держать в руке намного удобней. И в этот раз стемпинг рисунок мишка разместился именно так, как мне было нужно. Теперь давайте увеличим рисунок. Также отпечатываю рисунок верхней частью штампа. И теперь просто насаживаю верхнюю часть на нижнюю часть. Заметьте, что вот этот вот механизм у нас полностью закручен. И вот тут опять возникает проблема именно с обзором, но тем не менее, ну вот как-то у меня там получилось медведя более или менее по центру разместить. А для того, чтобы уменьшить рисунок, я отпечатываю его с пластины всей конструкцией, опять-таки с закрученным вот этим вот винтом, потом просто снимаю нижнюю часть штампа, и вот теперь уже хороший тоже обзор, и отпечатываю рисунок я только верхней частью самого штампа. Ну и вот такие вот 3 медведя у нас получились. Рисунок один, а по размеру тут их 3. Также в процессе работы я поняла то, что подушечка силиконовая вот этого штампа, она проваливается. То есть, когда мы прикладываем штампик к пластине, то я прям чувствую, как о металлическую пластину касается корпус штампа. Постоянно вытаскивать подушку штампа, ну, вообще не вариант. Можно, конечно, вот этим штырьком немножко штампик так вот выгнуть, но мне вот полностью, вот если штамп в собранном виде, тоже не совсем удобно им работать. Поэтому я решила данный штампик немного модернизировать. У данного штампа диаметр силиконовой подушечки, если замерять его по дну, составляет 3,5 сантиметра. Поэтому я решила взять силиконовую подушечку от штампа на 3,8 сантиметров. По толщине силиконовые подушечки друг от друга особо не отличаются, но за счет большего диаметра подушечка 3,8 более, скажем так, уверенно держится на корпусе и не проваливается. И вот теперь при отпечатывании рисунка с пластины сам штамп корпусом своим пластину не задевает. Тут я решила проверить, натягивает ли вот этот штырек новую силиконовую подушечку. И да, все отлично, то есть подушечка натягивается. И когда мы штырек убираем, подушечка возвращается в свое исходное состояние, без натяжения. Но так как подушечка больше, выпирает она, соответственно, тоже больше. И когда мы закрываем крышку, видно, что силиконовая подушка соприкасается с крышкой. В процессе хранения просто нужно вот этот вот винтик немного открутить, ну то есть так, чтобы подушка была не такой натянутой. И в таком положении можно закрыть крышку, и тогда уже прозрачная подушка силиконовая не будет касаться крышки. И вот теперь штампик работает как нужно. Мало того, на вот этой подушке, которую мы заменили, нет этой вот пленки тонкой. Соответственно, никак эта пленка обзору не мешает. Ну, то есть работать с этим штампиком стало намного комфортней. Это при уменьшении рисунка. Но вот при увеличении рисунка вот этот вот корпус со штырем мы, как говорится, снять не можем. Соответственно, обзор, конечно, стал лучше, но все равно не настолько хорошо. Вот такой результат получился, то есть уменьшенный рисунок и увеличенный рисунок. Просто я не стала исходный рисунок отпечатывать. Кстати, вот этот вот штырек, он абсолютно никак не портит силиконовую подушку.
То есть я вот использовала уже многократно, и подушечка, она вот какой была, такая и есть. То есть никак нигде не порвалась, и никаких заломов, никаких трещин не образовалось. Конечно же, спасибо тому, кто придумал такое незамысловатое устройство. Теперь не придется что-то придумывать для того, чтобы увеличить либо уменьшить рисунок. Вот такой вот обзор у меня в итоге получился. Если я была вам чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!